Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. 50 оттенков серого. Совсем недавно мы шили замечательную юбку в стиле пэтчворк, и остались небольшие обрезки. Не пропадать же добру. Сразу же найдем им применение. Самый оптимальный способ все использовать с толком – это работать в технике Crazy. В качестве основы возьмем кусок очень плотной мебельной ткани. Она хорошо держит форму. В центр поместим кусочек пятиугольной формы и начнем потихоньку обшивать его со всех сторон. Приставили лоскутик, пришили, отогнули, закрепили. Можно прошить еще одним швом. Основа плотная, все прекрасно держится. Не надо лишний раз обрывать нитки и бежать к утюгу. При таком способе работы можно шить очень быстро. Экономим нитки, время, деньги, свои силы. Эта техника не требует подгонки деталей и точного кроя. Crazy, одним словом. Буквально за несколько минут готов прекрасный фантазийный блок. Когда вся основа заполнена, заготовки проутюживаем, затем подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Размер моих деталей получился 27 на 30 сантиметров. Вы можете взять свои размеры. Когда готовы верхние детали, определимся, какая сторона интересней, и приготовим деталь подкладки. Выкроем ее сразу большой, двойной. Размер 27 на 58 сантиметров. К верхнему краю внешней детали пришьем одну сторону молнии. Для этого сначала поменяем лапку. Поставим лапку для пришивания молнии. Самый кончик молнии мы аккуратно подвернем внутрь, а длинный хвостик мы, наоборот, выведем наружу. После этого пришьем деталь подкладки. Чтобы было аккуратно, нам лучше сначала прошить иголкой с ниткой. Полученное соединение
можно сразу развернуть и закрепить машинной строчкой. Таким же способом закрепляем и вторую сторону молнии. Молнию оставляем открытой. Затем мы всю заготовку разворачиваем так, чтобы в одной стороне была деталь подкладки, а в другой – внешняя часть. Стыкуем соединение швов. Свободный кусок молнии будем убирать внутрь заготовки. И еще готовим 2 петельки. На них будем цеплять крепление. Прошиваем по периметру, оставляя в боковом шве подкладки отверстие для выворачивания. Когда все прошили, оформляем дно. С углов срезаем уголочки, квадратики 3 на 3 сантиметра. Дальше мы их разворачиваем и зашиваем. Точно так же формируем донышко и на детали подклада. Смотрите, какая интересная конструкция получается. Обратите внимание, что деталь подкладки и внешней части мы закрепили вместе, прошили уголочки дна. Заготовку выворачиваем, расправляем. Остается только зашить открытое отверстие внутри сумки. И сразу же отрежем лишнюю длину молнии. Закроем этот хвостик кусочком ткани. Конечно, можно для сумки сшить специальный ремень, но у меня есть готовый. Сняла его с фабричной сумки. Он у меня универсальный. Просто подцепляю его к разным моделям. Хвостик молнии можно спрятать внутри сумки. И получилась прекрасная, очень легкая и удобная сумочка для прогулок. В нее входят все нужные мелочи: телефон, ключи, банковская карточка, косметичка, даже бутылочка воды и легкий перекус. Вот так, практически из ничего, сотворили очень интересный, нужный аксессуар. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.